Бисмилля, ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух, дорогие братья и сестры. Наконец-то видео, долгожданные видео. Собираю потихоньку и буду отправлять. Хадж заканчивается, по милости Аллаха. Люди уже возвращаются домой. Сегодня вот одна группа уже уезжает в Медину. Уже улицы очищаются, люди разъезжаются. Грустно, конечно. Вот здесь у нас был полицейский участок, прям здесь стоял огромный вагончик на колесах. Полиция была здесь, вот здесь перекрыли они. Субханаллах. Вот здесь всех ловили машинами. Субханаллах. Всех тормозили. Но, альхамдулилля, люди сделали хадж. Что я хочу сказать? Ну, конечно, здесь уже ночью кто-то покушал. Каждый день убираются. Каждый день вот здесь убираются. Но, сами понимаете, молодежь сядет. Ну, или какие-нибудь паломники. И начинают здесь кушать. Итак, эти паломники разъезжаются. Хадж прошел. Где-то со всего мира приехало где-то 1 000 000 человек официально. Потому что Саудия разрешила 1 000 000 приехать. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. И 1 000 000 людей приехало. Квоты распределяются. Об этом, конечно, будет отдельное видео. Иншаллах. Расскажу вам, как распределяются квоты, кому они перепадают, какая там статистика, какая пропорция. Но малазийцы, например, у них раз в жизни всего выпадает квота. В хадж могут раз в жизни всего приехать. Поэтому они готовятся. Десятками годами они собирают деньги, готовятся, тренируются. Полгода они ходят. Поэтому здесь смотришь, они такие добрые все, улыбаются, стараются никому не навредить, не помешать. Короче, люди готовятся конкретно. Не то, что мы, не то, что как мы приезжаем здесь по милости Аллаха, но это все во всем милость Аллаха, что мы неоднократно приходим. Наши российские паломники приезжают почти каждый год, которые уже здесь бывали, они приезжают сюда. Понятно, да? Приезжают. Это мы сейчас с вами идем по дороге на Джамарат. Это вот одна из дорог джамаратских. Я просто хочу вам показать, что буквально несколько дней назад она была полная. Здесь столько людей было. Возвращались. Одни возвращаются, другие идут. И она поднимается вон туда вверх. Она такая в виде серпантина. И подъем, потом туда, вверх, дальше. Там автобусы у нас специальные. Вот здесь прям подходим. Здесь автобусная площадка есть. И нас вывозили на Джамарат. И обратно возвращали. То есть я буквально рядом живу от этой автобусной остановки. Так что можно было спокойно сесть в автобус, подняться, Джамарат кинуть на предпоследнем этаже, на 3-м этаже. Быстро кинул и обратно вернулся. У меня на все про все уходило где-то час. Вот чтобы выйти из дома, кинуть камни и в 3 столба, потом обратно вернуться, у меня час уходил. Милость Аллаха. То есть во многих местах вот так облегчили. Хукумат, государство так облегчило. И что хочу сказать. Вернемся к тому, что где-то 1 000 000 человек пришло официально по квотам. Потом здесь также была разыграна квота для внутренних. Тоже очень много людей. Здесь, естественно, есть здесь разные фонды. Раджихи, там, Машайр, там, еще какие-то Гадии, там, эти специальные такие фонды, ОТР, миллиардеры такие, компании, которые набирали людей. И мы подавали заявки, и специально ездили, регистрировали, там свою анкету заполняли, чтобы нас взяли тоже те, которые проживают здесь, мукимы, то есть тот, кто имеет икаму, прописку, или тот, кто муатин, местные жители, муатин, или студенты,
все подавали заявки в эти организации. И у многих, по милости Аллаха, вышла виза на хадж. И многие поехали через местные компании. И многие братья наши, в том числе российские, тоже поехали отсюда. Студенты, как я вот знаю. Также здесь была открыта система онлайн. Можно было через Таваккальна программу, специальную программу, можно было забронировать себе хадж здесь, прям уже непосредственно в Саудской Аравии. Там платили где-то там 12 тысяч, что ли, реалов. И вот здесь вода уходит, горная вода уходит куда-то дальше. И 12 тысяч где-то платили, и все официально приходило на их счет, на их Таваккальна. Им смс-ки приходили: оплатите туда-сюда, у вас срок оплатить там 2 недели, соберите деньги, давайте оплатите. Все, потом так. То есть ведется человек и идет на хадж. И тем самым можно было изнутри здесь в Мекке, имея прописку, как мы вот говорим, ВНЖ, вид на жительство, или, ну, здесь лучше сказать икама. Икамет, вот кто в Турции живет, они знают это слово икамет. Годовалая прописка. Ну, в Турции сейчас на 2 года дают. И, в общем, можно было по этой икаме пойти спокойно здесь на хадж. В общем, хаджи были со всех стран приехали. Также хаджи были внутри страны, то есть внутри государства. И хаджи были, это все официальные, а хаджи, и еще были хаджи неофициальные. Но это оказывается это распространено здесь. Со времен еще с тех времен Ибрагима, алейхиссалям, когда 5000 лет назад Ибрагим, алейхиссалям, пришел со своей семьей здесь, оставил здесь свою супругу. И все люди потом на хадж ходили. То есть люди выполняли хадж. Раньше даже до ислама люди, до нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, люди молились, люди постились, люди совершали хадж. И, естественно, жители Мекки и прибрежных городов, они все тоже приходили на хадж. И я это здесь и увидел. В день Тарвия, то есть 8 Зуль-Хиджи, когда наши паломники из отелей уезжают, и специальные приходят автобусы от Министерства транспортной корпорации, синдиката, специальный автобус приходит. У каждого автобуса есть свои тасрихи, и они вывозят паломников. Они все вывозят паломников на Мина, Яумут Тарвия. Так как у многих не было вот этого тасриха, разрешения на хадж, местные, например, жители Джидды, жители Мекки, жители там Медины, Рияда, из других городов, они все приезжали пораньше. Здесь снимали квартиры. Вот это все вот отели, вот которые вот здания, вот эти все сдаются. Во время хаджа сдаются, во время Рамадана сдаются. И люди, короче, все сюда приезжали заранее, пока границы не закрывались. И здесь сидели. И ждали. И когда начинал хадж, люди, вот это 8-го, да, Зуль-Хиджа, уже все стоят. Здесь специальные есть остановки на Кудай, например, там парк Адль называется парк, потом мечети, у главных мечетей, у больших, где, например, вот Бин Бас, Роджихи, мечети Факих и другие районы. Везде, оказывается, автобусы курировали. Автобусы, ну, водители, шабашничали. И, естественно, то есть, например, смотрите, какая система. Ну, это, конечно, надо все нарисовать. Это все, конечно, надо все прям разрисовать и красиво объяснить. Но это, дай бог, дойдут руки. Да, облегчит Аллах Субхану ва Тааля. Сделаем хорошее видео, где все будет понятно. Смотрите,
Министерство по хаджу выделяет на паломников автобусы. На 150 человек один автобус идет. 150 человек, это 3 раза должен автобус приехать, забрать паломников из отеля и отвезти их в долину Мина. 3 раза по 50 человек. То есть сейчас новые законы такие. Раньше мы всегда полностью забивали автобус. Давайте постоим, давайте это, давайте то. Но сейчас как бы уже попроще с этим стало. И, естественно, людей рассадят и все. Давай, отправляют из отеля. И поэтому автобус, у него специальное разрешение есть на то, чтобы заехать в долину Мина или в долину Арафат или в долину Муздалифа. Там везде все оцеплено полицейскими, естественно. Здесь просто подъем. Не видно, наверное, на камере, но здесь подъем. Сейчас у меня уже даже затрудняется разговор. Итак, люди, автобусы заезжают по специальному пропуску. У них на автобусе есть пропуск, тасрих называется. И этот автобус, он приехал к тебе в Азизию, забрал людей, забрал из твоего отеля паломников и отвез в Мина. Выгрузил их там у палаток и обратно вернулся. И вот так он должен сделать 3 круга. Это называется тараддудия, дорога тараддудия, то есть, который повторяется. Несколько раз он сделать должен кругов, вот этот автобус. И все. Считай, он сюда приехал, час до отеля, забрал людей, да, ну, где-то там час на погрузку, на разгрузку, вот так, грубо говоря. Потом отвез, еще где-то час. У него уходит 3 часа на 50 человек, да? 3 часа на 50 человек. А ему нужно привезти 150 человек. Он, естественно, отрабатывает это. Пусть на это ушло, грубо говоря, 9 часов. Остальное это время все. То есть у него как бы смена закончилась. 9 часов он отработал. Ну, ему, естественно, и по графику, и по работе ему нельзя как бы, да, больше там положенного работать. 9 часов он отработал. Все, отвез людей. Возвращаться он должен в гараж. Но все знают, кто занимался хаджем, все компании знают, что автобусники не будут возвращаться в гараж. Они будут шабашничать. Потому что, представляете, тебе дали автобус, у тебя на автобусе тасрих, официальное разрешение на заезд на Арафа, на Муздалифа, на Мина. Он что, поедет в гараж? Естественно, он год ждал этого момента. Там буквально Йому Тарвия 1 день и Йому Арафа 2 дня ему нужно. Вот за эти 2 дня они начинают шабашничать. Они начинают ездить. Они везде по городу гоняют. А автобусов надо будет тоже будет посчитать, сколько автобусов. То есть, если, к примеру, в этом году 3 миллиона людей, да, было. Ну, 2 миллиона. Официальных 2 миллиона, да, к примеру, было. Внутренние и из других стран. То есть 2 миллиона. 2 миллиона делите. 2 миллиона паломников делите на 150 человек. То есть один автобус 150 человек должно обслужить. Ну и у вас, естественно, уходит. Я-то 3 миллиона закладывал там. Огромное количество автобусов. И у них должны быть тасрихи. Это водитель. И, естественно, эти автобусы потом начинают здесь гонять. Гоняют они. Десятки тысяч автобусов здесь по Мекке носятся. И собирают людей. Понимаете? Они собирают людей и завозят их на Яуму Тарвия в Мина. Те, кто не хочет в Мина, они на следующий день ждут Арафата. Уже с утра, там, с раннего утра до фаджра, уже люди прям все на улицах. Вот что я увидел, братья. Все люди, мекканцы и все приезжие арабы, все стоят здесь. Вот у нас тут рядом ресторан египетской кухни Хан Халиль. Все ребята приехали работать здесь, эти официанты.
Я увидел, они все на улице стоят, в один автобус бегут, во второй автобус бегут. Там, говорят, на тот автобус перекидывают их. Идите на тот, садитесь, туда идите. В оконцовке уехали. И вот так люди везде прям. У всех мечетей люди стоят с сумками, с ихрамами, с этими, с баулами, с едой, с водой. И все едут. Кто-то Яуму Тарвия 8, а кто-то сразу Яуму Арафа 9. Едут на хадж. Полиция, она, естественно, она заблокировала все, например, подступы к Арафа, Муздалифа, Мина. Но она же видит, что едет официальный автобус, у которого есть тасрих, разрешение на хадж. А она не может тормозить и заходить в автобус. У них нету этого указания заходить, останавливать каждый автобус. Представляете, 10 тысяч. Да какой 10 тысяч? Ну давайте, пусть 10 тысяч. 10 тысяч автобусов надо остановить и проверить. А вы знаете, что такое зайти в автобус и проверять каждого? Каждого человека нужно проверять, 50 человек. Это я не знаю, должна быть какая-то система там отпечатка пальца там сниматься, да. Все, кто знает, как купить сим-карту и как там отпечатки пальцев, сколько это времени уходит на человека, ну 10 минут. А представьте, у тебя 10 тысяч людей, автобусов, 10 тысяч автобусов, по 50 человек, это надо каждого пропикать. Это нереально. И поэтому полиция этим делом не занимается. Полиция не занимается этими делами. Она регулирует движение. Она регулирует то, чтобы автобусы заходили. У кого есть тасрих, легковой автомобиль, грузовой автомобиль. Помимо автобусов есть легковые автомобили. Это у каждой компании, у каждого туроператора есть свой автомобиль. Он обязательно берет GMC, там какой-нибудь Land Cruiser какой-нибудь берет. Или там Coaster там автобус. Или H1 берет Hyundai. И на каждом из них есть тасрих. Для того, чтобы заехать на Машайр, на Арафа, Муздалифа и Мина. Естественно, еще добавим к этому обслуживающий персонал, да, вот эти все машины, которые уборкой занимаются, которые привозят еду, которые привозят рабочих, которые привозят вот этих полицейских. У всех есть вот эти тасрихи. Поэтому здесь надо просто один раз побыть, увидеть, какое здесь столпотворение творится, да. Машин столько, сигналят, газуют. Полиции не до этого. Даже машины врезаются, да, выйдут, посмотрят друг на друга, раз, давай, все, хадж, ляббайк, Аллахума ляббайк. Друг друга прощают, потому что некогда сидеть там, разбираться и дорогу прудить. Полиция сразу приедет, сразу прогонит тебя. Даже небольшие аварии на это не обращают внимания, лишь бы не было пробок на дороге. И все это контролируется очень жестко. Да, с воздуха вертолеты летают, там внизу везде полицейские, везде с мигалками. Полицейские. Смотрите, куда я уже поднялся. Вон там, вон в конце. Вон там. Вон башня с часами. Это Азизия, район Азизия. В общем, люди едут со всех точек. Вот представьте, со всех мест люди едут на хадж. И в основном, основная масса, те, которые без тасриха называются, ну как бы неофициальные, да, неофициальные, они едут все на Арафа. И представляете, на Арафа с утра толпы, кто-то пешком идет, не будут их полицейские тормозить. Кто-то пешком идет, кто-то на машине едет, кто-то так, кто-то так. Йолла, со всех сторон все хотят на Арафа попасть. Представляете? И люди идут на Арафа, а полицейские же тоже, вот эти все, они же мусульмане. Неужели он будет этого мискина тормозить и будет говорить: иди, возвращайся. Не дай бог, еще в день Арафа дуа сделает мискин. И дуа принимается. Поэтому многие полицейские на это все закрывают глаза. Тем более там у них, знаете, здесь система кабиля есть. Кабиля племенное. Племени. Ты из какого племени? Ты из какого? Полицейский стоит из Гамид, например, Гамиди. И идут паломники, арабы. Гамид.
Они, о, наш земляк, о, наш земляк. Неужели он их остановит? Он, конечно, давай. А эти заграны идут, да? Заграны. Эти идут. Утейби. Другие племена идут. Кто кого будет тормозить здесь? И поэтому официально, как я сказал, где-то может быть 2 миллиона, да, было паломников. Но надо посмотреть еще статистику. Надо еще будет посмотреть вот эту всю статистику. Скорее всего, сейчас будут все вот эти вычисления. Саудия покажет, сколько людей было официально. Но неофициально, братья, очень много людей было. Это почти вся Мекка. Я вам сразу скажу, Мекка опустела. Мекка опустела. Все отели опустили. Все здания опустили. Люди пошли на Арафат. Понимаете? Люди пошли на Арафат. И все пошли с ляббайк Аллахума ляббайк. Ляббайк Аллахума ляббайк. Везде кричат. Потом Арафат закончился. Магриб наступил. Все обратно возвращаются. Пешком. 15 километров из Арафата до Муздалифа все идут пешком. Женщины, бабушки, дедушки, дети. С детьми люди там, со всеми, короче. С баулами, с сумками. Все обратно идут. 15 километров. И идут. И опять тальбею кричат. Ля иляха илляллах, ля иляха илляллах. Все официальные, они там на автобусах, на этих, они разъезжают. Они этого не видят. Но здесь другая жизнь, внутренняя жизнь здесь другая, совсем другая. И люди очень много, все вот так, оказывается, испокон веков вот так ходили. Представляете? Все, на Арафат, Яуму Арафа он пошел, на Арафа. А на Арафа попасть, пусть даже перед Магрибом ты пришел, перед Магрибом за час, за полчаса, дуа сделал, даже в других риваятах там приходит, что даже тот, кто ночью пришел, до фаджр намаза пришел, успел на Арафат, он застал Арафат, он застал хадж. Аль-хаджу Арафа, сказал Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому люди все идут. Даже те, которые работники там, они, может быть, за час до Магриба, они все в формах ходят там туда-сюда. Когда начинается уже немного до заката солнца, они снимают свою форму, одевают ихрам. Ляббайк Аллахума хаджан. Водители, то же самое, вот эти все шабашники, которые шабашничали, людей завозили, привозили, отвозили, они тоже потом снимают быстро свою гражданскую одежду, одевают в ихрам и говорят ляббайк Аллахума ляббайк и заходят на хадж, на Арафат. Вот это вот жизнь, вот здесь вот это вот я увидел, дорогие братья и сестры, как люди стараются, как люди хотят попасть на Арафат и совершить хадж. Поэтому посмотрим, какие цифры назовет Хукумат. Во-первых, Саудовская Аравия назовет какие цифры, сколько людей официально пришло. Ну и я вам говорю, что неофициально очень много пришло. Очень много людей, саудитов. Потому что 3 года все без хаджа были. Да, все без хаджа. И вот этот 4-й год никто не хотел оставаться без хаджа. Все хотели хадж. Всем нужен был хадж. И все желали только оказаться на Арафате. А Арафат, это сами знаете. Это Аллах Субхану Тааля спускается на ближайшее небо. Аллах Субхану Тааля говорит своим ангелам: я их позвал, и они пришли, хвалиться перед своими ангелами. Аллах Субхану Тааля в этот день, Яуму Арафа, шайтан сидит и себе на голову сыпет песок и говорит: горе мне, горе. Какое горе, горе, плачет. Это для него самый страшный день, самый тяжелый день для него, потому что он годами сбивал, пытался сбить людей, да, ввести их в заблуждение, в бидааты, в ширк, в куфр, в разные мухарраматы завести их, пытался поссорить людей, пытался там мужа с женой рассорить, пытался, ухищрения всякие проводил, 24 часа старался. Но в этот день Аллах Субхану Тааля прощает грехи у людей, прощает. Поэтому это великий день Арафат.
Это великий день. И тот, кто на него попал, в этот Арафат, именно там, на этой горе, ну не на горе, в самой долине побыл, да, потому что гора там тоже, она небольшая гора, там Джабаль Рахма, где наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хутбу делал. А так вся долина Арафат, кто попал на эту долину Арафат, конечно, это никаких денег не стоит. Никаких денег не стоит. Люди даже, знаете что, говорили, да пусть меня даже оштрафуют, пусть мне там скажут, там заплатить штраф, там сколько там штраф, 10 тысяч реалов, но он пойдет все равно, он идет. Понимаете? Потому что у каждого накопилось, у каждого набралось своих болячек, своих проблем, своего, за кого-то, за своих родственников, за своих близких, у кого-то кто-то умер за эти 3 года. Много чего изменилось. Это уже 4-й хадж. Не дай бог, кто-то не попадет. У многих там аманаты, у многих там обещания, там все, я в этом году схожу, я обязательно сделаю хадж. Кто-то за кого-то делает хадж. И поэтому сказать, но это же все неофициально, кто-то будет писать там в комментариях, да, но это же все неофициально, туда-сюда, закон есть закон, да, закон есть закон. И ученые говорят, это закон есть закон. Но когда у тебя, когда у человека накипело, когда у человека накопилось проблем, он, конечно, любой ценой пойдет и будет делать дуа, и будет плакать, и будет искренне пред Аллахом просить прощения за все свое содеянное за эти 4 года. Будет стараться, любой человек будет стараться попасть на Арафа. И потом уже, дальше уже все. Главное, на Арафа ты зашел, дальше тебя уже полиция, все. Никто ничего не скажет. Никто тебе ничего не скажет, не остановит, и куда пошел. Никто не будет спрашивать, все будут тебе говорить, я хаджи, давай, я хаджи. Полицейские, персонал обслуживающий, все будут говорить, я хаджи тебе, чтобы давай здесь не сиди на дороге, да, пробки не создавай, да, ворон не считай, давай иди по течению и выполняй все остальные ритуалы хаджа. Вот такая вот, дорогие братья и сестры, такая вот новость, вот такая вот история. Баракаллаху фикум, ва джазакумуллаху хайран хайраль джаза. Субханакаллахумма бихамдик, ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Но я еще все равно в будущем, дай Аллах, я сделаю видео поподробнее, побольше информации, где можно будет рассказать, добавить. И может быть кому-то что-то неясно было в ходе моего вот этого видео и хочет еще какие-то ясности. Задавайте вопросы. Чем больше вопросов в комментариях задается, конечно, потом собираются эти вопросы и отвечаем на эти уже наболевшие проблемы. Больше комментариев оставляйте, и мы будем их читать и потом отвечать. Баракаллаху фикум, ва джазакумуллаху хайран хайраль джаза. С вами брат Нур из Мекки.